Главные новости сегодняшнего дня. Очень приятная новость о сотруднике антикоррупционного комитета, известном советском и российском певце и композиторе Юрии Антонове. Юрий Михайлович Антонов, который несколько недель находился в больнице в тяжелом состоянии в результате нападения во время опасной проверки, наконец-то пошел на поправку. По словам лечащих врачей, состояние здоровья Юрия Антонова стабилизировалось, и через некоторое время известный артист будет выписан из больницы. Известная российская певица Анита Цой стала жертвой собственной халатности и сегодня утром чуть не утонула в бассейне фитнес-центра под названием «Новая эпоха» в Санкт-Петербурге. По словам близких и родных артистки, Анита Цой до сих пор не умеет плавать и решила обучиться этому мастерству с помощью фитнес-центра в бассейне. Однако во время одной из тренировок что-то пошло не так. Аните Цой стало нехорошо, и она пропала под водой. У известной артистки началась дыхательная недостаточность. Только с помощью медиков и спасателей Аниту Цой удалось вытащить из воды и привести в чувство. Известную телеведущую Дану Борисову лишили водительских прав за вождение автомобилем в нетрезвом состоянии. Чрезвычайное событие произошло накануне в городе Москве. Дану Борисову задержали на Мосфильмовской улице. Женщина вышла из автомобиля и еле держалась на ногах. Пройти медицинскую экспертизу она отказалась, поэтому теперь Дана Борисова будет лишена водительских прав до 1,5 лет. По словам самой телеведущей Даны Борисовой, сесть за руль в нетрезвом виде ее заставила острая необходимость. По словам телеведущей, ей срочно потребовалось проехать в аптеку, чтобы купить необходимые лекарства, а свободного такси не оказалось. Антикоррупционный комитет Никиты Михалкова и Следственный комитет во главе с товарищем Бастрыкиным начали глобальную проверку Министерства финансов на территории Российской Федерации. В частности, сотрудники комитета, известные артисты Федор Добронравов, Александр Збруев и Борис Галкин, направятся в 6 городов Российской Федерации для проведения финансовой проверки. Члены организации посетят 6 городов – Волгоград, Пермь, Воронеж, Омск, Краснодар и Ростов-на-Дону. Сотрудники комитета будут выяснять, куда пропала крупная финансовая сумма в размере более чем 100 миллионов рублей, которую антикоррупционный комитет перечислил еще месяц назад для увеличения пособий пенсионерам и выплаты 13-х пенсий. В связи с чрезвычайно опасной проверкой сотрудников комитета будут сопровождать бывшие участники спецоперации и сотрудники Следственного комитета. Напомним, что еще месяц назад команда Никиты Михалкова выдвинула предложение выплатить каждому пенсионеру в конце года дополнительную 13-ю пенсию в размере 70 тысяч рублей на человека. Однако не все регионы отчитались о проделанной работе. Как заявил глава организации Никита Сергеевич Михалков, в случае острой необходимости главы данных регионов будут арестованы, а в последующем антикоррупционный комитет будет оказывать только адресную финансовую помощь, чтобы финансовые средства доходили до пенсионеров. Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости о известном общественном деятеле Анатолии Чубайсе, который еще 2 недели назад незаконно вернулся на территорию Российской Федерации. Несколько дней назад Анатолия Чубайса в аэропорту Шереметьево задержали сотрудники антикоррупционного и Следственного комитета. Позже Анатолий Чубайс был направлен в следственный изолятор города Москвы. Стало известно, что Анатолий Чубайс вернулся в Россию, чтобы попытаться незаконно вывести с ее территории свои финансовые средства. Однако замысел Анатолия Чубайса закончился неудачей. Он был арестован и отправлен в СИЗО.
Анатолий Борисович Чубайс должен был находиться в следственном изоляторе до 1 февраля 2025 года, когда начнется первое судебное заседание. Однако 2 дня назад произошло чрезвычайное событие. Во время следственного эксперимента Анатолия Чубайса повезли в его подмосковный особняк, где Анатолий Борисович должен был показать места хранения ценных вещей и финансовых средств. Однако во время обыска в особняке что-то пошло не по плану. На сотрудников Следственного комитета, которые сопровождали Анатолия Чубайса, было совершено нападение. Как стало известно уже позже, преступники были в сговоре с Анатолием Чубайсом. Они попытались скрыться с места преступления вместе с видным общественным деятелем. Однако все закончилось весьма трагически. При попытке к бегству Анатолий Чубайс получил 2 тяжелых ранения в область ноги и спины и в тяжелом состоянии был госпитализирован в одну из больниц. 6 преступников из 8, совершивших нападение, удалось задержать. 2 погибли. На данный момент преступники дают показания, а Следственный комитет выясняет, чей заказ исполняли данные преступники. В случае, если Анатолий Чубайс останется жив, ему будет увеличено уголовное наказание за попытку побега. Сегодня рано утром в районе города Выборг была арестована известная певица 90-х годов Алена Свиридова при попытке незаконно пересечь границу с Финляндией на собственном автомобиле. По данным полиции, Алена Свиридова попыталась войти в сговор с инагентами враждебной страны, однако незаконные действия артистки были пресечены российскими пограничниками. Автомобиль артистки был конфискован. Алена Свиридова доставлена в ближайший пункт полиции. Необычный случай произошел во время антикоррупционной проверки на Камчатке, которую осуществляли члены комитета известные артисты Борис Щербаков и Александр Михайлов. Отважные члены комитета помогли местным рыбакам спасти касатку, которую волнами выбросило на берег. Касатка сильно ослабла, однако сотрудникам организации и местным рыбакам удалось вывести ее в безопасное место, после чего она уплыла. Глава антикоррупционного комитета Никита Сергеевич Михалков сообщил трагическую новость, которая произошла в городе Самаре при открытии 2-го филиала антикоррупционного комитета. Минувшей ночью в здании местной организации по борьбе с преступностью и коррупцией произошел сильный пожар, который уничтожил почти 80% трехэтажного здания. Никита Сергеевич Михалков без сомнения считает, что данный пожар – это поджог, который могли организовать как криминальные структуры города, так и местные власти, которые настроены против работы антикоррупционного комитета. К сожалению, печальное событие не обошлось без жертв. В результате пожара погиб охранник здания и дежурный по комитету артист местного театра драмы Константин Серегин. По факту пожара возбуждено уголовное дело. В Испании, в городе Мадриде, был арестован по обвинению в убийстве бывшая звезда телепроекта «Дом-2» Степан Меньшиков. По данным полиции, Степан Меньшиков, проживающий в этой стране на данный момент, находясь в ресторане, был в нетрезвом виде и нанес смертельные ранения местному официанту. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.